Я вас вітаю знову у своєму саду. Получила наконец-то я свои крупнолистные гортензии. И недолго думая, решила, солнышко закрою, неправильно встала. Решила показать вам, как я буду высаживать. Много вопросов было, ничего сложного в этом нету. Я вам по сортам немножко пройдусь и коротко расскажу, как же я высаживаю свои крупнолистные гортензии. Это абсолютно несложно. Расскажу все нюансы и чем я буду обрабатывать их сразу после посадки. Идемте. Я буду работать возле крылечка. Там тенек, не так жарко. У нас прямо настоящее лето. Пинисет у меня сейчас так радует. Пока будем идти мы с вами к моему месту работы, хотела показать вам, как выглядят мои крупнолистные гортензии, которые я... Это фантом. Сейчас вот такой фантомище, который я посадила малюсенькими черенками. Не смотрите на нескошенную траву, как раз сегодня этим хотела заняться. Вот это прямо показательный мой кустик. Как нарос. Нарос из одной маленькой веточки. Черенковала именно в такое время, прошлой осенью. Даже немножко позже, когда укрывала свои гортензии на зиму. И нарезала себе так мимо магнолий. Но у меня, кстати, тоже цвела. А вот эти тут не так хорошо разрослись. Ну, тут у них с поливом были проблемы. Так, идемте. Мы идем вообще к месту работы моему, к крыльцу. Сейчас вообще такая погода хорошая. Летняя прямо. Растения встрепенулись. Розы встрепенулись. Сейчас поставлю камеру на штатив и буду вам рассказывать. Так, хочу сказать, что буду сидеть вот на такой сидушки. Это от старого стульчика. Хотели выбросить, но я ее решила приспособить. Можно взять, кстати, кусочек пенополистирола. Он крепче, тоже теплый. Ну, а я буду сажать и пионы свои, и все растения перед вами позировать на вот этом стульчике. Так вот, показывать буду на примере своей гортензии Curly Sparkle Hot Pink. Я уже высадила 3 гортензии. Осталось еще 2 вам показать. Вот так она выглядит в P9. Видите, небольшая, но довольно хороший саженец. Хочу сказать, что довольно очень посадочным материалом. Смотрите, какой он крепенький, ладненький. Там уже много почек цветочных. Сорта, какие купила, я вам сейчас даже скажу и покажу, прикреплю, как они будут цвести. Накладную взяла. Еще из этой же серии Curly Sparkle Blue Purple купила. Вот с такими, у них рюшастые цветочки, такие в рюшечках. Из такой же серии купила Допа Роза. Вот так выглядят их цветочки. И 2 гортензии серии You and Me, Принцесса Диана и Perfection. Когда выбирала себе крупнолистные гортензии, как раз знаете, что обнаружила? Помните, я вам показывала свою гортензию «Бесконечное лето». Так вот, так, забыла я горшочки. Куда же я буду высаживать? Сейчас схожу за ними. Так вот, у меня гортензия Endless Summer серии Pink. Наверное, я по цветам определила, какая у меня. Потому что, когда покупала, там ничего не было написано. Ну, а мы возвращаемся к моей Hot Pink, горячий розовый. Отличительная особенность – очень зигзагообразные листики и выгнутые, видите, как такой лодочкой кверху. Если сравнивать
Вот у меня гортензия. Вот у нее лодочки, это Мася сорт. У нее листики, лодочки выгнуты, видите? Вот так. Вот эти 3 пересадила. Сейчас за горшочками схожу. Где-то тут совсем рядом их я ставила. Вот горшочек С1, если я не ошибаюсь. По сравнению с нашей гортензией. Вот так они выглядят, разница. Почему С1 не С2? Можно, в принципе, и С2, если вам позволяет объем, где их можно хранить зимой. Потому что свои вот эти гортензии я буду на зиму сохранять в помещении в прохладном. Почему? Потому что вы видите, опять же покажу вам, у нее еще зеленый побег не одревесневел. То есть, хоть мы ее будем калийными сейчас удобрять, хоть не будем, она просто не успеет дозреть. Поэтому я буду высаживать в С1 и сохранять ее у себя в помещении. Поставлю стеллаж. Ну а сейчас непосредственно про посадку. Что же я буду использовать? У меня был кислый торф. Его, правда, немного осталось, поэтому, чтобы не бежать в магазин, далеко не ехать, у меня еще был для голубики. У него, правда, кислотность немножко больше. Фракция тут 5,25, кора сосновая 30 и кислый торф. Тоже состав хороший. Но кислотность 3,5-4,5. Для крупнолистных гортензий надо где-то 4,5-5. Поэтому я буду его со своей землей садовой мешать. Того немножко кислого торфа, что остался. Вот такое у меня крот нарыл. Садовая земля. Хорошая, рыхлая. А вот так выглядит этот состав с сосновой корой и с кислым торфом для голубики. Я, кстати, голубику им замульчировала. Хорошая. И добавки тут, наверное, перлит, вермикулит. Что тут, не знаю. Беленькая. Что это такое? Наверное, для удержания влаги. Какие-то еще. Вот эта фирма. Мне нравится. Грунт весь. Мешать буду в ведре в процентном соотношении 1 к 1. То есть сколько земли, столько и торфа. Почему? Потому что быстро торф пересыхает. У меня они зимой будут храниться в помещении. Это все-таки не улица, поэтому я буду такое соотношение брать. Можно добавить немного песка, смотря какой у вас грунт. Но, честно говоря, я большинство своих гортензий, которые начеренковала и высадила в грунт, я сажала прямо сразу в грунт. У меня то не было кислого торфа под рукой. Песка немножко добавляла и высаживала. И вы видите на примере, как выглядят те саженцы. У нас слабокислый суглинок. Видимо, гортензиям там нравится. Растут и чисто в таком грунте. Ну, а для правильности мы будем высаживать, конечно, в такую смесь. Как определить? То есть, допустим, 2 жменьки такой земли, 2 такой. И можно, как я сказала, 1 жменьку песка. Намешали, накрутили. Он должен быть рыхлый. Если не рыхлый, добавим еще. А у меня тут в ведре было еще немножко земли. Вот такая земля у нас должна получиться. Прямо совсем высыпаться из рук. Что мы делаем теперь? Теперь берем наш вот этот горшочек, в который хотим располагать гортензию. На дно немножко насыпаем, утрамбовываем и заглубляем наш горшочек, чтобы было видно симметрично. Теперь не вытаскивая его, теперь по краям, но это в
принципе, так сажают и петуньи, как перевалку делают. Мы, кстати, будем делать перевалку просто из P9 в C1. По бокам руками утрамбовываем. Почему я тут и села на крылечке? Потом можно будет легко смести землю, мусор. Так, и сюда, не до самого верха. Утрамбовали, заглубили. А теперь вытаскиваем наш горшочек оттуда. У нас там получилась как бы такая правильная форма. Если вы хорошо утрамбовали, пока не поливаем, ничего не делаем. Никаких удобрений сыпать я не буду. Так, пасочку нашу осторожненько. И вот что у нас получилось. Формочка такая для нашей гортензии. Сейчас покажу, как правильно вытаскивать ее из горшочка. И посмотрим, чем я буду удобрять и как. Ну и продолжим нашу посадку крупнолистной гортензии. Смотрите, сейчас покажу, как ее легко можно будет, ну как вообще. Во-первых, у нее корни еще не видны. У некоторых гортензий, я вчера, которые пересаживала, по-моему, даже у этой корни проросли, то есть сильно быстро рослая гортензия. У этой все нормально. Мы берем и вот так вот двумя пальчиками, как ножницами, ложим на наш горшочек. Берем и вот так ее переворачиваем. И все. Сейчас я вам покажу ближе, как ее выглядит корневая система. Довольно хорошая, опутанный корнями весь кон. Тут видны он даже уже удобрения. И берем вот так аккуратненько ее опускаем, не убирая наши пальцы, прямо в нашу форму. Сейчас я вам, может быть, даже и покажу. Только утрамбовывать надо хорошо, когда вы горшочек ставите, чтобы наша форма не высыпалась. Берем и вот так опускаем ее, и она, получается, заглубилась туда, в наше отверстие, которое мы подготовили. Так, и теперь присыпаем дальше, немножко утрамбовываем, и только тогда проливаем ее водой. До бортика немножко оставляем тут, чтобы у нас вода не переливалась. Еще что важно, надо немножко заглубить до первых листиков, можно даже сантиметр больше. Почему? Потому что, знаете, что может получиться? У нас вот эти веточки наши новые, а вот у меня пересажен тоже вчера. Полила и опустилась. Сейчас я вам покажу. Вот эти наши веточки, это, кстати, Sparkle Blue Purple. Заглубляются вот эти вот первые веточки, которые от стебля тут растут, немножко пристрижены. Нам их интересно заглубить. Они могут корни дать, то есть укорениться. И есть шанс, что на следующий год, ух и ветер, я смогу откопать, как я люблю, и вот тут вот отделить, и будут новые кустики. Ну, это посмотрим на следующий год, как у нас получится, что да как. Вот такая, вот такая деточка у нас получилась. Сейчас мы ее обильно прольем. Самое главное с крупнолистными гортензиями, сейчас уже же не так жарко, чтобы мы их не залили. Поэтому поливать будем умеренно. Крупнолистная гортензия нам даст знать сама, что ей не хватает воды. Листики будут вялые и опустятся. А если она вот так вот ровненько, крепенько стоит, значит с ней все хорошо. Сейчас покажу вам по
препаратам, которые я буду использовать. Она уже была довольно влажная, поэтому прямо много я ее не заливаю. Пропитается, как я вам сказала, если сыпать вообще один торф, он очень быстро пересыхает. Так, чем же я буду обрабатывать? Смотрите, сразу после посадки я все новые гортензии обработаю, ну и старенький свой инсектоакарицид Норел. Это не новый, довольно уже старенький акарицид. Можно вермитек, но у меня нету. Буду этим. И буду всю зиму периодически, где-то раз в 3-4 недели, другими акарицидами обрабатывать от клеща. Дальше я через пару дней нашла плантафол, только правда маленькую пачку. Мне нужна большая, надо закупиться удобрениями большую. 5, 15, 45. 45 это калий. Он как раз дает нам одревесневеть и хорошо, фосфор хорошо укоренится нашим молоденьким кустикам. Все, которые я буду сохранять дома. Еще дня через 3 буду хелат железа. Почему? Потому что на некоторых гортензиях признаки хлороза появились. Вот это, кстати, моя гортензия уже 3-я за лето. 3-й раз это где-то в июле я нарезала их, в конце июля. И вот так, смотрите, укоренился. Вот признаки хлороза какие. Немножко у нее такими капочками идет, не капочками, разводами желтоватыми, лимонными. Это недостаток микроэлементов, может магния, может железа, может всего. Тоже в начале от клеща обработка, через пару дней хелатом железа и еще через пару дней плантафолом. Ну, от клеща первое дело надо обработать, а там можно поменять сроки в одну смесь. Я все это не мешаю, я все делаю отдельно. Те гортензии, которые я в конце мая или в июне, они у меня уже тоже в открытом грунте растут. А это прям совсем молоденький, но тоже, конечно, зелененький, такой никакой. Так, что я вам еще хотела рассказать. Так, еще вот эту я пересажу гортензию. Это у меня Допио роза красивая, но она уже пришла в С2. Кстати, это горшочек С2. А я думала С1. С1 значит поменьше. Вот так вот с горшочками. Ну все. Желаю вам хороших посадок, пересадок. Сейчас самое лучшее время высаживать, ну, не только гортензии, все. Клубнику свою я уже высадила. Сейчас гортензии повысаживаю и пойду порядки в саду наводить. Газон косить уже надо. Сейчас у нас так тепло, уже хорошо, прямо лето. Розы встрепенулись, цветут. Я не знаю, летом они быстро вяли, а сейчас уже по неделе цветок держит. Даже Глория Дэй очень долго держит цветок, хотя она не из таких. Ну все, задавайте свои вопросы в комментариях, пишите. Какие сорта гортензии у вас есть, как у вас чувствует себя растение, чем вы заняты. А еще мне интересно, из каких вы городов. Я смотрю, у меня комментарии и из Германии, и из Прибалтики, и из Казахстана. Всем очень благодарна. Если отвечаю не сразу, уж не обессудьте. Комментариев очень много, а я одна на весь сад. Работаю, делаю все, ну, стараюсь отвечать. Всего хорошего, до встречи в следующем видео. Наверное, пойдем на прогулку по саду. Покажу вам, какие новые хвойные я посадила и как сейчас выглядит сад. Газон только покажу, чтобы приличненько было. И пойдем смотреть сад в сентябре уже.